Всем привет, вы смотрите кофейный влог. Сегодня разберем 15 частых ошибок при заваривании эспрессо. Are you ready? Let's go. Get in the zone. В следующих эпизодах будет практика, в этом исключительно теория. И, кстати, вы можете подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие части. И вы можете подписаться в кофейное сообщество на Patreon, чтобы поддержать канал, чтобы я быстрее мог выпустить остальные части. Их около 5 будет или 6. Пока что такое количество задумал. Чтобы мне помочь, можете подписаться, и они выйдут быстрее, вы сможете быстрее варить нормальный эспрессо. В этом видео будет идти речь об обычном сите, то есть не кремофильтр, но даже если у вас кремофильтр, это видео для вас будет полезно. Часть этих 15 ошибок я совершал сам, и самое главное в эспрессо – это смотреть на все в комплексе. Нельзя просто один параметр менять и не учитывать все остальные, поэтому погружайтесь в это видео и желательно его пересматривать раз в неделю в течение какого-то времени, чтобы нормально его запомнить. Первая ошибка – это вода. Если вы используете некачественную воду, например, просто из-под крана, у вас может просто не вариться эспрессо. Многие кофейни с этим борются, они ставят фильтры, и, возможно, этот фильтр не подходит для эспрессо, и у вас из-за того, что вода плохая, просто эспрессо не варится. И поэтому приезжает человек, у которого они покупали зерно, они ему говорят: вот у вас плохой кофе, он не варится. Человек берет воду моршинскую, как правило, заливает ее в машину или там подключает эту воду, и эспрессо начинает вариться идеально. Поэтому вода — это очень важно. Просто знайте, что лучше исключить эту ошибку на какое-то время, используя моршинскую или близкую по минеральному составу. Потому что так вы точно будете знать, что проблема не с водой. Вообще, вода — это сложная штука, о ней написана книга, есть статья, которая переводит эту книгу в сжатом формате. В общем, если вам интересно, читайте. Но просто скажу, что берите моршинскую и не парьтесь. Следующая ошибка – это использовать молотый кофе. Даже когда вы покупаете его в кофейне, вам измельчают, вот это у меня такое было, я приходил в кофейню, типа, измельчите меня под эспрессо. А какой он помол под эспрессо? Минимальный сделайте. Вот такое никогда не делайте, потому что кофе у вас, во-первых, не подходит по помолу, во-вторых, у вас он быстро портится, он окисляется, и из него выходит углекислый газ во много раз быстрее, чем в зерне. Поэтому не совершайте такую ошибку, не используйте молотый кофе, не покупайте его. Конечно, если у вас кремофильтр, вы можете это делать, но я бы не советовал, потому что этот кофе очень быстро выветривается, и в течение нескольких дней его желательно выпить. Ошибка номер 3 – это использовать несвежий кофе. Например, вы купили пачку, на которой написано «со дня обжарки 6 месяцев прошло» или там год. Вот такой кофе точно не будет вариться, ну, по крайней мере, на моей практике редко он варится, если он не упакован в азотной среде после 6 месяцев. Если это обычная упаковка от какого-то обжарщика или из магазина, то я бы рекомендовал в течение 2-3 месяцев выпивать этот кофе с момента обжарки. Но при этом в этой же ошибке есть еще одна составляющая – слишком свежий кофе. В течение примерно до 10 дней после обжарки лучше его не пить, потому что он нестабилен, у него происходит дегазация, еще множество всяких химических процессов внутри. Поэтому кофе будет вариться нестабильно, и вы, возможно, настроите одну чашку, выпили нормально, через какое-то время, там, через день у вас не повторится результат. Поэтому учиться на таком кофе точно не стоит. Ну и в любом случае покупайте эспрессо, обжарку, которой 10 дней и больше. В течение там месяца можно брать. То есть, если вы покупаете свежую обжарку, обжарщика попросите, чтобы он отправил какой-то там отлежавшийся кофе. Потому что он должен отлежаться, чтобы он варился нормально. Но если он старый, он, во-первых, может окислиться. Во-вторых, у него может произойти дегазация полностью, и он будет вариться не так. То есть он будет вариться без крема. Все хотят крема или крема, но на самом деле, если кофе старый, у вас их не будет, если, конечно же, кофе не был упакован в азоте. Если в азоте, то 6 месяцев, по идее, он еще должен сохраняться нормально. Ну и, конечно же, после того, как вы вскрыли пачку, новый счетчик появляется. Это примерно неделя или 10 дней, за которые нужно выпить этот кофе, потому что он активнее дегазирует, и кислород попадает, он быстрее портится и окисляется. Поэтому в течение желательно недели выпивать пачку кофе. Поэтому небольшие пачки – это благо, 250 грамм, 350
кто покупает за границей. Ну и, конечно же, лучше держать кофе в упаковке, хранить его. Если вы пьете до 10 чашек эспрессо в день, лучше не засыпать кофе в бункер. Если больше, в принципе, можете держать в бункере, потому что вы выпиваете там за 2 дня этот кофе. Он не должен храниться в бункере, потому что он там окисляется. Лучше пусть хранится в пачке без доступа кислорода. Ошибка номер 4. Время экстракции. Существует мнение, что эспрессо должен вариться за 20-30 секунд и выйти определенная пропорция. Нет. Эспрессо можно сварить от 7 секунд до 1,5 минуты, и кто-то, возможно, даже варит дольше. То есть нет уже таких рамок жестких, что вам надо в этот диапазон вписаться, иначе у вас эспрессо получится невкусный. Ориентир время – это лишь ориентир. И самая главная ошибка моя была в этом времени экстракции, что я посмотрел первым видео канал Whole Lotta Love, на котором было сказано, что время нужно засекать от момента первой капли. И как вы понимаете, первая капля может настать через 10 секунд, через 20 секунд. И там уже совсем другой напиток будет. Даже если вы засекаете время правильно от момента старта помпы, потому что это нужно не с первой капли считать, а с момента старта помпы. Почему так? Потому что вода попадает на кофе, контакт с водой происходит, с этого момента начинается отсчет времени. Но на самом деле, даже если вы так думаете, что вот с момента старта помпы это может не сработать, потому что кофеварки, опять же, бывают разные, помпы бывают разные, и у вас может в течение 7 секунд, к примеру, не попадать вода на кофе, и у вас уже будет большое смещение по времени, и экстракция полетит. Так что если вам кто-то говорит, ваш эспрессо должен вариться за 25 секунд, 36 грамм, вот это точно не стоит делать, потому что это вас ведет в заблуждение, вы будете постоянно пить какой-то непонятный кофе, пытаться подстраиваться под время. Под время не нужно подстраиваться. Это лишь ориентир, который показывает, куда вам можно двигаться, основываясь на вкусе. Ну и, как правило, время использовалось для классического эспрессо. Тогда была обжарка более стабильная, она была очень темная, поэтому время было более важно. Сейчас у каждого обжарщика свой стиль обжарки. Каждое зерно требует своего уровня, насколько темно его обжарят. Поэтому все это сейчас очень разнообразное, и нету такого правила, что нужно там в какой-то диапазон по времени попадать. Потому что от зерна зависит все, от воды зависит все. Поэтому на время не ориентируйтесь. Ошибка номер 5 – это пропорция. При этом до сих пор мне пишут некоторые в комментариях, что эспрессо это 1 к 3, там 7 грамм, 21 миллилитр. В общем, такие какие-то цифры используют просто, чтобы были. На самом деле есть уже видео, где пропорции рассказаны. Не нужно ориентироваться на пропорции. Вот когда вы варите кофе, не думайте, что вам нужно попасть вот в 18-36. Неправда. Лучше смотреть на потенциал зерна, начинать с этого. Если это дешевый кофе, скорее всего, если вы его сварите в высокой пропорции 1 к 3, 1 к 4, у вас просто будет невкусный кофе, потому что вы слишком много невкусных частиц из него возьмете. И, как правило, они появляются под конец экстракции. Вот эти горькие все соединения, вкусы обжарки, неприятные все вкусы, в общем, которые нужно аккуратно добавлять в напиток, интегрировать, чтобы баланс получился. А так они у вас будут преобладать, если вы будете супер экстрактивное зерно, супер темной обжарки варить 1 к 4. Поэтому просто знайте, какой-то кофе лучше себя раскрывает в ристретто, какой-то кофе себя лучше раскрывает в лунго, поэтому нет привязки четкой, вот это зерно я должен сварить так. Нет, смотрите по вкусу, как оно раскрывается в эспрессо, и нужно ли вам больше концентрацию, чтобы почувствовать какие-то маслянистые вкусы, или нужно меньше концентрацию, чтобы почувствовать вот эти детали во вкусе, потому что зерно дорогое, там много всяких нюансов, вам хочется их прочувствовать, а когда концентрация высокая, это сделать сложно, поэтому вы варите, чтобы и достать больше соединений вкусных, сделать более комплексный напиток, поэтому варите 1 к 4, например. Так что пропорции бывают разные. Ошибка номер 6 – закладка. И тут сразу два нюанса есть. Бывает просто, когда любят экономить, там засыплю поменьше, буду экономить. Это в кофейнях так принято было, по крайней мере, раньше, когда все пытались там бороться ценой. И вторая ошибка – это вторая крайность, когда пытаются подогнать вот это сито 18 грамм, я буду засыпать исключительно 18 грамм. На самом деле не работает так. Во-первых, плотность у кофе может быть разной, рассчитана 18 грамм на высоту таблетки. Если у вас таблетка не плотная, она утапливается сильно глубоко, и у вас будет большой промежуток для воздуха.
Поэтому не работает ваш 18 грамм, делайте помол крупнее, засыпайте чуть больше, и будет у вас таблетка нормальная. В общем, по ободочек можете ориентироваться. Но суть не в этом. Суть в том, что чем больше закладка, тем лучше, тем стабильнее она будет вариться. Но это в моем опыте. Потому что у вас тогда будет более крупный помол, и тогда меньше вероятно, что у вас будет канал. Потому что канал может появиться из-за того, что у вас слишком большое сопротивление, вода нашла, где пройти легче, вы не идеально подготовили таблетку. В общем, большая закладка – это гораздо лучше, гораздо стабильнее. И в кофейне, если вы покупаете эспрессо, лучше покупайте допио, потому что эспрессо, если на одинарном рожке варят, не факт, что получится вкусный. В общем, в дальнейших видео я расскажу подробнее о закладке. Сейчас просто помните, что нет привязки 18 грамм корзина, надо 18 грамм использовать. Кстати, это очень важно знать, что не нужно использовать четко 18 грамм, если у вас не очень кофемолка, которая не позволяет идеально подстроиться. Вы можете играть дозировкой. Ошибка номер 7 – думать, что у вас плохое оборудование. Я такой человек, который думал, что вот у меня что-то с машинкой не так. На самом деле к любой машинке можно привариться. Если вы не будете совершать ошибки, вы будете знать, что они существуют, что их можно не совершать, тогда вы на любой машинке можете привариться, потому что вы ее должны понимать. Есть машинки профессиональные, коммерческие даже, в которых нестабильно варится эспрессо, потому что гуляет температура. И можно просто адаптироваться к ней, понять, как она работает и в каком моменте лучше подлавливать, чтобы нормально она варила. Кофемолки то же самое. Можно варить и не с супер дорогими кофемолками, конечно, в идеале их откалибровать жернова, чтобы они alignment ровно стояли, в общем, чтобы у вас более равномерный помол был. Но несущественно прям топовое оборудование иметь. Можно дома использовать бытовые всякие кофемашины и ручную кофемолку, и при этом заваривать отличный эспрессо, который будет гораздо вкуснее, чем в кофейне, потому что здесь вы каждую чашку настраиваете, а там один раз настроили за день, в лучшем случае пару раз в день, и варят на потоке. То есть вы концентрируетесь на каждой чашке, вы в любом случае даже на своем бытовом оборудовании можете сварить вкуснее. Все зависит от вас. Конечно же, вы испортите меньше чашек на хорошем оборудовании, поэтому чем лучше, тем лучше, и поэтому все покупают стабильное оборудование в кофейне, чтобы оно варило на потоке нормально, чтобы все гости были довольны. Так что чем лучше, тем лучше, но можно справляться с любой. Ошибка номер 8, коротенькая, думать, что тачка дорогая сварит за вас кофе сама. Не сварит. Конечно, уже есть роботы на рынке, которые могут сварить, в принципе, эспрессо, все там более-менее автоматически делать, но вкус настраиваете вы. Если вы его настроили плохо, то и машинка сварила его плохо, потому что это ж вы настроили. Поэтому тестируйте, развивайте рецепторы, калибруйтесь, и тогда у вас будет хороший эспрессо. Вы его должны настроить. Машинка может сварить его автоматически, но вы должны настроить. Ошибка номер 8 второй раз, потому что у меня в тексте чуть написано плохо. Совершил ошибку. В общем, 16 ошибок, это 9-я ошибка, но 8-я вторая ошибка. Итак, ошибка называется «не вести дневник». Если вы варите эспрессо просто, вот сварили невкусно, сварили еще раз невкусно, и в принципе уже напились кофе и на следующий день оставили это занятие, вот так не стоит делать. Лучше вести дневник, вы записываете четко, что вы почувствовали в кофе, какие у вас входные параметры, какие вы выходные ожидаете. Например, вам хочется сварить за примерно такой диапазон времени, примерно такую порцию, вы используете такую закладку и там количество щелчков на кофемолке, например. Вы это все записываете и варите кофе. После этого вы пьете его и записываете, что у вас вышло по вкусу, просто свои ощущения, и потом уже анализируйте и думайте, куда двигаться. Поэтому дневник очень важен, он упрощает жизнь, и вы можете несколько вариаций проварить разных эспрессо, и потом просто по тетради посмотреть, какой вам больше понравился, учитывая по тому, как вы там расписали его. И у вас будет уже рецепт готовый. Так что дневник – это очень важно, и для обучения это прям супер важно. Без него можно настроить без всяких бумажек эспрессо, но при обучении это очень важно, чтобы понимать, что происходит. Ошибка номер 9 – не использовать весы, и теперь вы просто не можете их не использовать, потому что на канале есть уже обзор 2 вариантов базовых весов. Почему это не стоит делать, не использовать весы? Потому что вы можете варить, конечно же, робусту или смесь с робустой без весов. Она варится достаточно легко. Если вы варите арабику, я не думаю, что у вас получится без весов, по крайней мере, в первое время сварить нормально. При этом касается это и при дозировке использовать весы, когда вы засыпаете в рожок кофе, чтобы вы уверены были, что у вас там четко 18 или 16,7 грамм.
Вы должны это знать, входные параметры. И выходные параметры вы можете контролировать сразу, нажимать кнопочку, когда у вас на весах покажется циферка. Это гораздо удобнее и предсказуемее. Поэтому весы обязательно должны быть, тем более они сейчас очень доступны, с секундомером. Вообще потрясающе. Потому что в кофе имеет значение пара грамм серьезная, и особенно в арабике. Поэтому если вы не используете весы, у вас очень нестабильный эспрессо будет, а вам это не нужно. Чем больше контроля, тем лучше. Поэтому используйте и благодарите в комментариях, и можете подписаться на Patreon, потому что 100% изменит ваш эспрессо. Ошибка 11. Не думать о температуре воды. Это очень важный параметр, о котором будет отдельное видео, потому что он очень важный. Но если коротко сказать, что можно сказать о нем просто скорость реакции быстрее при повышении температуры. Но это так базово, поэтому будет отдельное видео. Ошибка 12. Думать, что существует помол для эспрессо. Если бы он существовал, то не было бы такого количества кофемолок с миллиардом просто или миллиардом настроек, которые вы можете там по микрону крутить. Нет помола для эспрессо, потому что от каждой дозировки он разный, от каждой корзины он разный, диаметра, много параметров, поэтому нужно подстраивать и иметь кофемолку, которая дает возможность это сделать. Ошибка номер 13. Думать, что давление должно быть 9 бар или чем выше, тем лучше. 15 бар, 16 бар. Сейчас все это любят писать на сайтах. На самом деле не нужно вам выше 9 бар. В принципе, потому что у вас не будет стабильно вариться эспрессо. Но многие производители почему-то завышают давление изначально настроенное с завода. Например, 11 или 13 бар встречается. Насчет 13 не уверен, 11 точно встречается. Зачем это делают, я не знаю. 9 бар, 6,9 бар, вот этот диапазон, это у вас получается нормальный эспрессо. Конечно же, на чемпионате мира до сих пор используют 9 бар, но я думаю, это для того, чтобы у всех были равные условия. Но, как по мне, это уже устарелая информация, потому что сейчас все дома заваривают от 6 бар, даже от 5 бар до 9. Никто не использует статично 9 бар. Ну, по крайней мере, те, кто разбирается в эспрессо, хотят получить более качественный напиток. Потому что для светлой обжарки 9 бар это слишком много. Вам просто экстракция не успеет произойти. Да и у вас больше контроля, когда у вас 5-7 бар. Поэтому не привязывайтесь к тому, что у вас должно быть четко там давление высокое. Лучше поменьше, но стабильнее. Хотя в любом случае, даже если с завода установлено 11 бар, это максимальное статичное значение. То есть если у вас машинка не может продавить таблетку, которая сопротивление. Вот ваше сопротивление, ваше давление, это ваша таблетка. Без таблетки у вас не будет набираться давление, вы просто включаете, вода течет, откуда браться давлению. Поэтому если у вас таблетка с высоким сопротивлением, вода может подняться до 11 и даже до 15 бар. И это не очень полезно для таблетки кофейной, потому что она разрушится, потом найдется канал 100%. Кофе будет такой себе. И бывает такое, что таблетка даже не набирает 9 бар. То есть она настолько слабенькая, что она там до 6 нарастает и потом спад идет. Поэтому, в принципе, зависит от вашего мастерства. Можно использовать машинку и выше 9 бар настроенную. Это, в принципе, не проблема. Ошибка номер 14. Пить запоротые шоты. Не рекомендую пить кофе, если видно, что он течет быстро или слишком медленно. 2 минуты и у вас все еще там пара капель. Не стоит пить запоротые шоты, потому что у вас ограничения по кофеину в день есть, там 3 чашки, например. И лучше пить уже нормальные, более-менее близкие к результату задуманному вашему эспрессо. И 15-я ошибка, которая, в принципе, это объединяет с прошлой, как дегустировать. Люди не умеют дегустировать эспрессо. Я рекомендую делать это большими глотками, предварительно размешав эспрессо. Так у вас все слои смешаются, потому что кофе по-разному заваривается. Сначала кислое соединение, потом сладкие, потом горькие. В общем, у вас будет такое слоями вкус. Если, конечно, у вас не сильно высоко капает эспрессо, он, естественно, не перемешивается, но это вряд ли будет. В общем, пенку обязательно перемешивайте, чтобы там крема максимально размешать. И используйте невысокую температуру, то есть дайте ему остыть, потому что на высоких температурах рецепторам сложно воспринимать, какие же вкусы в чашке. А вы должны проанализировать, насколько хорошо вы сварили и куда двигаться. И бывает такое, что вы не откалиброваны, и вы думаете, что кислый – это горький или наоборот. Реально такое может происходить. Вы просто вот пьете и думаете, да нет, что-то переварил, горчит. На самом деле он просто слишком кислый, и поэтому вам так кажется. В общем, желательно, конечно же, пройти калибровку у того же Дмитрия Телевнова,
Калибровка по эспрессо 300 гривен стоит. Просто приходите, варите эспрессо, он вам дает нормальный шот, нормальный кофе, который ориентир, куда двигаться, и вы уже потом варите и понимаете, куда двигаться. Я думаю, практика – это самое лучшее. Поэтому вот калибровки проходите 100%, это очень важно, иначе вы не будете знать, куда двигаться, куда менять помол и все такое. Ну что ж, на этом буду завершать видео. Спасибо всем, кто посмотрел до конца. И напоминаю, что смотрите это видео хотя бы раз в неделю, до момента, когда у вас все это не запомнится, не запишется в голове вся эта информация, потому что на это все-таки нужно время и практика. Желаю вам хорошо попрактиковаться, желаю вам подписаться на Patreon, потому что так выйдут быстрее новые выпуски на эту тему, они будут очень крутые, надеюсь. Надеюсь, это видео помогло вам. Напишите в комментариях, что вы о нем думаете. Следующие части будут более интересные, потому что больше практики. Это такая общая информация, которая очень важна, без которой просто нельзя начинать варить эспрессо. Я так думаю. Ну и помните, что кофе бывает разный, и обучающие видео тоже бывают разные. Возможно, я допустил кучу ошибок в этом видео, поэтому смотрите другие источники информации, другие видео, других авторов, чтобы собирать информацию, чтобы она у вас как-то откладывалась, записывалась, и самое главное, проверять ее, чтобы у вас отсеивалось ненужное, и вы уже знали для себя, что такое нормальный эспрессо, как его варить, чтобы вы осознавали, как это происходит. В общем, подписывайтесь и до новых встреч.